Привет, друзья! Сегодня хочу представить еще одного пациента, который много лет ждал своего приговора дальнейшего существования. Приставка представляет из себя дешевый типичный клон середины нулевых. Я уже не помню, откуда и когда взялась эта сешка, и заниматься ей было крайне лень. И вот после окончания сборки ATM Turbo хочется немного отдохнуть от спектрумов и заняться другими железяками. На самом деле я начал работу над этой Сегой еще летом, но когда пришли все комплектующие для спектрума, я отложил эту затею до лучших времен. Итак, состояние приставки очень печальное. Судя по виду, хранилась она на улице или в сарае. Из явных поломок видим отколотый разъем геймпада и сломанный слот картриджа. Свою роль еще сыграл дешевый китайский пластик. Под моим видео об отбеливании пластика задавали вопрос, чем же пластик нормального человека отличается от пластика курильщика. Так вот, это пластик нормального человека. Корпусу уже 30 лет, а им до сих пор можно от хулиганов на улице отбиваться. А вот это пластик курильщика. За свои 15-20 лет он превратился в труху. Ну, да черт с ним, этот корпус уже ни на что не годен и поэтому сразу идет в помойку. Ток потребления без картриджа чуть больше 200 мА, и первый старт дает надежду на работоспособность этой платы. А вот и первая неприятность. Игра запускается, но джойстик не подает признаков жизни. Первым делом проверим контакты на разъеме. С ними все в порядке. Далее под подозрение попадает шнур на геймпаде. Ну да, как это обычно и бывает, обрыв где-то на входе шнура в корпус геймпада. А еще контакты в штекере, похоже, подконили, поэтому штекер идет под замену. Благо, что подходит самый обычный DB9, который продается в любом магазине электроники. Разъем картриджа сниму с другого дохлого донора, ему точно уже ничего не поможет, так как на вход ему дали 19 вольт обратной полярности. Со сломанным разъемом особо церемониться не буду и просто доломаю его, чтобы было проще демонтировать. Разъем был впаян, но старая проблема так и не ушла. Джойстик все еще отказывался работать. Дальнейшее исследование осталось за кадром, но я нашел причину. Второй порт работал отлично, и теперь уже проблема была точно не в контактах и проводах. Судя по всему, от статики выгорел вход процессора на первый геймпад, и по большому счету дальнейший ремонт не имел бы никакого смысла. Если только... Да, я сумел купить новый мультипроцессор. Он абсолютно новый и ни разу не паялся, поэтому ремонт продолжается. К сожалению, плата оказалась не очень качественной, и несколько дорожек спасти не удалось.
Отслоились при демонтаже чипа. Но это не страшно, плата однослойная и кинуть перемычку проблем не составит. Процесса монтажа чипа не будет, так как на телефоне села батарейка и он отрубился. В итоге файл не открывается. Получилось более-менее аккуратно, коротышей и непробоев нет. Так как сеговским видеокабелем я до сих пор не обзавелся, то для теста подпаяюсь напрямую к разъему. Итак, первый запуск. Есть! Плата работает, джойстики тоже работают. У меня были сомнения по совместимости чипов, так как присланный мне был без индекса А1, но получается, что они полностью совместимы. По размеру плата практически подходит в корпус аддонера. Можно немного доработать заднюю часть и станет хорошо, но вырез на верхней части под картридж находится абсолютно в другом месте. Можно, конечно, придумать свою крышку и распечатать ее на принтере, но совсем не хотелось бы превращать это в очередной долгострой. Поэтому предлагайте ваши варианты в комментариях. Спасибо за внимание, всем пока!